Гаврил Романович Державин. Его творчество, к сожалению, мы изучаем в школе только для того, чтобы потом благополучно забыть. Державинский слог для нас кажется сложным, непонятным, и, может быть, именно поэтому значение творчества Державина в истории русской литературы нам тоже становится непонятным. «Люблю тебя, Петра, творенье, люблю твой строгий, стройный вид». Все знают знаменитые строчки Александра Сергеевича Пушкина. Они ассоциативно возникают у многих, когда произносят слово «Санкт-Петербург». И далее, когда я в комнате своей сижу, читаю без лампады, ясно спящие громады, светла адмиралтейская игла. Вот этот сюжет, когда весь город ночной спит, и только не спит, бодрствует поэт и пишет свои стихи, которые использовал Александр Сергеевич Пушкин. Еще задолго до этого Гаврил Романович Державин тоже использовал в своих стихотворениях. На темно-голубом эфире золотая плавала луна. В серебряной своей порфире, блистающей с высот, она сквозь окна дома освещала и палевым своим лучом золотые окна рисовала на лаковом полу моем. Далее давайте посмотрим на горизонталь этого стихотворения. Пушкинский лирический герой видит из своего окна шпиль Адмиралтейства. Державинский же герой видит панораму Невы, далее устье Невы, еще далее Балтийское море и даже где-то, наверное, очертания других берегов. То есть складывается ощущение, что город Державинский, он приподнят над землей, он выше всей поверхности земного шара, потому что он значимее. Если мы посмотрим на другую еще плоскость, это вертикальная плоскость, то природа, ночная природа, она молчит, она спит практически мертвым сном. Может быть, она боится потревожить этот город, она замирает, понимая величие и значимость этого города, и восхищается им, причем масштабы вертикальные, получается, от небес, от вышины до дна моря, до глубин морских. И возникает такая картинка: город Державинский, значимый, красивый, величественный, державный, исторический, у которого своя особая миссия в истории не только России, но и в истории всей страны. И именно такой город потом появится в стихах поэтов Серебряного века, например, того же самого Мандельштама, который тоже будет называть наш город Петрополь. Я не случайно начала свой рассказ с параллели Державин и Пушкин. Для Пушкина, как и для всех молодых поэтов того времени, Державин был мэтром, отцом русской поэзии. И все мы помним, как волновался Александр Сергеевич перед экзаменом в Царском Селе, потому что ему предстояло выступать перед самим Державиным. Правда, потом Александр Сергеевич откажет в почестях Державину, тому самому, который в гроб сходя благословил в том числе и его, и скажет, что этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка, не имел представления ни о слоге, ни о гармонии, ни даже о правилах стихосложения. И вот почему он должен бесить всякое разборчивое ухо. Упрек Пушкина в необразованности Державина правомерен. К сожалению, это так. Гавриил Романович не получил хорошего образования, ибо был беден. Правда, всю оставшуюся жизнь он пытался учиться и достиг в этом больших успехов. Кстати, афоризм «учиться никогда не поздно» тоже придумал Гавриил Романович. И в Петербург он попадает тоже по причине бедности. Его семья не смогла оплатить отсрочку от армии. И вот здесь, на углу современных улиц Радищева и Кирочной, как раз и находились те казармы Преображенского полка, куда и приехал служить молодой Державин в качестве солдата. Согласитесь, для него это было большим испытанием, ведь потомок татарского Мурзы, дворянин, почти 10 лет будет жить в казармах, довольствуясь солдатским общением и скромным же солдатским жалованием. И именно здесь Державин, может быть, сначала из любопытства какого-то, а потом уже и всерьез, начинает писать стихи.
солдатские стишки, какие-то побасенки, куплеты, эпиграммы. Это и будет его первыми литературными опытами. Потом, правда, он вынужден будет их все сжечь. Целый сундук со стихами сгорит на входе при подъезде к Петербургу из-за карантина. Но, как знать, сложился бы тот легкий державинский русский слог, получить Державин классическое образование, и не будь у него такого долгого опыта общения с простыми людьми. Державин, конечно же, учился у классиков. Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков. Безусловно, он читал их стихи, безусловно, он читал их учебники по стихосложению, пытался им подражать. И вот пример. Ода на статую Петра Великого. «Все тот герой, орла, который просветил, вне солнца, льва, луну, внутрь гидру победил. Вадим премудростью был царь, законодатель, строитель, плаватель, работник, обладатель. Екатерина, рос, чтоб зря его благоговел, воздвигла зрак его, ея сей образ дел». Это стихотворение написано абсолютно по всем правилам классицизма. Здесь есть правитель, которого восхваляется, их даже два, Петр и Екатерина, как его преемница. Здесь использована высокая лексика, здесь определенный строй. Все по правилам, все очень четко. Но, с моей точки зрения, это мертвое стихотворение. Оно неинтересное. Нет в нем чувства, в нем есть восхищение, восхваление, но какого-то теплого, человеческого в этом стихотворении, к сожалению, нет. Может быть, поэтому оно и неинтересно. Именно это, наверное, не устраивало Гаврила Романовича Державина, поэтому он написал, что правила стихосложения черпал я из сочинений Тредиаковского, а вот слогу и выражением пытался подражать Ломоносову. Но так как не имел таланта, то в этом и не преуспел. Поэтому с 1779 года избрал я совершенно другой путь. Вот пример другого стихотворения, написано уже новым Державиным и посвященное тому же Петру Первому. «Лучи величия скрывая, простым он воином служил. Вождей искусства научая, он сам полки на брань водил. Владыкой, будучи полсвета, герой в полях и на морях, не презирал давать ответа рабам своим в своих делах». И вот здесь совершенно другой правитель. Да, он также велик, да, он значим, да, он учит других правителей, вождей каким-то наукам, но при этом он обычный человек, он не гнушается солдатским трудом, он не гнушается какими-то бытовыми вопросами, а самое главное, он отдает отчет в своих действиях своим подданным. И это для Державина самое главное. Памятник Петру Первому Державин видит каждый день, когда приезжает на работу в Сенат. Я не оговорилась, каждый день. Ибо Державин ездит и по субботам, и по воскресеньям. Он очень трепетно относится к своей службе. Но на самом деле фамилия уже обязывает. Слушайтесь, Державин, принадлежащий державе. Фамилия уже словно чин. Начав службу простым солдатом, получив чин офицера, поучаствовав в кампании против Пугачева, Державин выходит в отставку и ищет гражданскую службу. И вот сюда, в Сенат, его устраивает князь Вяземский, давний его друг и приятель, с которым его связывают даже, можно сказать, семейственные отношения. Понятно, что Вяземский ждал от Державина прежде всего поддержки, но Державин предпочел законность. И по большому счету он просто не разрешил князю Вяземскому присвоить деньги из государственной казны. Ну, понятно, что это с рук ему не сошло, и Державин был отправлен в отставку. Вообще, если говорить о карьере Державинской, то она была составлена из взлетов и падений. Из взлетов перечислим губернатор, сенатор, статс-секретарь, в конце концов, министр юстиции, первое министерство в России. Но все это перемежалось с падениями, потому что не всем нравилась та правдивость, та честность и поиски законности, которыми руководствовался Державин на своей службе. В свое время он напишет оду властителям и судьям, в которых обвинит их в несправедливости, несоблюдении законов и будет угрожать им. А чем может угрожать обычный человек? Божьим судом.
Потом и Михаил Юрьевич Лермонтов через несколько лет напишет подобное стихотворение и будет говорить: «Есть Божий суд на перстнике разврата, есть Божий суд». А начал это Державин. Власть то приближала его к себе, то отталкивала, когда с ее точки зрения Державин уж больно ревностно служил, как выразился в свое время Александр I.